Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 лучших фактов, которые помогут уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, различаются территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одинаковом обычном языке. Например, совершенно не похожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии. 2. Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые, кроме своего прямого предназначения, выполняли функцию помощника. На вееры для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес. А актрисы на своих веерах иногда записывали труднозапоминаемые тексты. 3. На Международной космической станции есть колокол. В него бьют каждый раз, когда происходит смена капитана. 4. На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в 1 квадратный километр растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже скручены в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез, природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей и даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием Лес троллей есть в Дании и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог, парк танцующей березы, расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. 5. Территория Китая простирается с востока на запад на 60 градусов долготы, что соответствует 4-часовым поясам. Однако постановлением правительства во всей стране действует одинаковое время, как в столице Пекине. 6. Настоящее имя Штирлица не Максим Максимович Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров. Исаев – это первый оперативный псевдоним разведчика, введенный Юлианом Семеновым в первом романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата», а Штирлиц – уже второй псевдоним. В фильме «17 мгновений весны» это не отражено. 7. Картину «Утро в сосновом лесу» Иван Шишкин написал не один, а в соавторстве с Константином Савицким, который рисовал медведей. Однако коллекционер Павел Третьяков после приобретения картины стер подпись Савицкого, так что сейчас автором картины указывается один Шишкин. 8. Незабудка в большинстве европейских и многих неевропейских языках носит одинаковое по смыслу название. Например, Фагет-Минот в английском, Вергисмайнчт в немецком. А вот легенд о происхождении такого названия очень много, почти в каждой стране своя. Одна из легенд рассказывает о том, что Бог дал имена всем растениям, кроме маленького цветка, и тот сказал: «Не забудь меня». «Это и будет твоим именем», — ответил Бог. 9. В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный» и сын его Иван. Благодаря своевременным работам реставраторов картину удалось восстановить в первоначальном виде. Сам Репин приезжал в Москву и переписал голову Грозного в неприятной лиловой гамме, не вязавшейся с остальной гаммой картины. Взгляды на живопись у художника сильно изменились за 20 лет. Реставраторы убрали эти исправления и привели картину к точному соответствию ее детальным фотографиям. А Репин, увидев восстановленную картину позже, ничего не заметил. 10. Латинское слово «кодекс» означало «кусок дерева». Именно на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В III веке в виде кодекса было издано собрание императорских конституций.
Сегодня в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов, законов. 11. Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «ахой» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «hello», которое проникло и в русский язык, изменившись на «алло». 12. Многие фрукты называются по месту своего происхождения или странам, откуда к нам попали. Например, финики из Финикии, персики из Персии. А вот абрикосы в Европе долгое время называли армянскими яблоками или армянскими сливами, так как распространились они там именно из Армении. 13. Сахара стала пустыней относительно недавно, около 2700 лет назад, в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер. 14. После взятия Казани Иван Грозный, желая привязать к себе местную аристократию, награждал добровольно являвшихся к нему высокопоставленных татар. Многие из них, чтобы получить богатые подарки, притворялись сильно пострадавшими от войны. Отсюда появилось выражение «сирота казанская». 15. В дореволюционных гимназиях учителя называли ответы нерадивых учеников греческим словом «морос» – «глупость». Гимназисты переделали его в жаргонное словечко «сморозить». 16. В дореволюционной России, чтобы устроиться в экспедицию заготовления государственных бумаг, аналог сегодняшнего госзнака, требовалось поручительство 2 работников, знающих новичка лично. Если новичок не оправдывал доверия, увольнялись все 3. 17. В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, дает больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирландской полиции за выписывание 50 дорожных штрафов некоему Прадо Джазди, что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премии в области экономики удостоилась компания «Газпром» за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. 18. Когда Микеланджело закончил свою первую пьету и ее выставили в соборе Святого Петра, до автора дошли слухи, что людская молва приписывает эту работу другому скульптору, Кристофоро Солари. Тогда Микеланджело высек на поясе Девы Марии, это сделал флорентиец Микеланджело Буонаротти. Позже он сожалел об этой вспышке гордости и больше никогда не подписывал свои скульптуры. 19. Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их запись для истории. 20. Когда в 1928 году Coca-Cola вышла на китайский рынок, название продукта на китайский переводить не стали. Однако некоторые китайские торговцы сделали это самостоятельно, точно передав иероглифами звуки Coca-Cola. При этом о смысле надписей они не думали, в результате рождались названия наподобие «Кусай воскового головастика». Маркетологи Кока-Колы перебрали 200 разных иероглифов, но не смогли составить красивую фразу. В результате им пришлось поменять звуки на Кока-Коле, что в переводе означало «полный рот счастья». 21. Эра игровых автоматов под названием «Однорукий бандит» началась в США в конце XIX века. Однако правительство всячески боролось с этим бизнесом, устанавливая штрафы и запреты. Компания Bell Fruit Gum в 1910 году для обхода запретов наладила производство автоматов, выдававших за каждое вращение барабанов очень дешевую жевательную резинку.
Также были заменены символы карточных мастей на рисунки арбузов и вишенок, символизировавших ароматы разных сортов жвачки. При совпадении же рисунков, как и раньше, выдавался выигрыш. Эта фруктовая символика до сих пор встречается даже в современных, полностью компьютеризованных слот-машинах. 22. Для Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе Макдональдс запустил маркетинговую акцию. За каждую выигранную американскими спортсменами бронзовую медаль посетителям полагался бесплатный стакан колы, за серебряную порция картошки фри, за золотую Биг Мак. Однако эта акция чуть не привела компанию к финансовой катастрофе в связи с решением советского правительства не отправлять делегацию на эту Олимпиаду, из-за чего американцы выиграли гораздо больше медалей, чем было запланировано. 23. Со времен израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались заминированные поля. Местные жители называют эту зону краем летающих верблюдов. 24. Машину времени для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию ее изобретает Шурик в одиночку, проект не подошел, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счете устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек «Деньги выданы за изобретение машины времени». 25. Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негров. 26. Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека – чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговоренных к смертной казни. Первому 3 раза в день давали большую чашку чая, второму – кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым. Близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер все-таки тот, кто пил чай. 27. Японцы вместо подписей на документах ставят личные печати, которые называются инкан. Они представляют собой стержень диаметром от 25 до 75 мм из дерева или слоновой кости, с выгравированными иероглифами. Для совершения ответственных операций, закрепления сделок, покупки недвижимости, открытия банковских счетов требуется печать, зарегистрированная в органах местного самоуправления. 28. Томас Эдисон учился в общеобразовательной школе всего 3 месяца. Он совершенно не показывал успехов, и учительница даже назвала его тупицей. После этого мать Эдисона решила обучать Томаса на дому. 29. Некоторые футбольные вратари помогают своей команде не только сохранить ворота, так сказать, сухими, но и забивать голы, исполняя пенальти и штрафные. Особенно часто такой стиль игры исповедуют южноамериканские голкиперы. Больше всех преуспел за всю историю футбола бразилец Рожерио Сени, забив более 100 мячей. Широко известен также экстравагантный вратарь из Парагвая Хосе Луис Чилаверт. Он забил 62 гола, но остается единственным голкипером, кому удалось сделать хэт-трик в одном матче. 30. Психологию иногда называют наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах, поскольку много экспериментов ставится именно на этих двух категориях. Большинство психологов-исследователей работает в вузах, поэтому легче всего им для исследований привлечь именно студентов. 31. В Средневековье были нередки случаи церковных судов над животными по всем правилам, с обвинителями, адвокатами и свидетелями.
Обвиняемыми могли стать любые животные от крупных домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как правило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких за вредительство могли отлучить от церкви или предписать покинуть территорию страны. Последний подобный приговор был вынесен корове в 1740 году. 32. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. 33. Крестьяне до введения крепостного права на Руси могли переходить от одного барина к другому. Они нанимались на работу весной на Егорье, а расчет получали осенью в Кузьминке. Во время сделок стороны нередко пускались на всякие ухищрения, а порой и на обман. Отсюда появились слова «объегорить» и «подкузьмить». 34. В 1815 году англичане заняли необитаемый остров Вознесения в Атлантическом океане и построили там военный гарнизон. Однако в государственной казне не нашлось денег для его содержания. Тогда остров переименовали в корабль Ее Величества «Вознесение», стоящий на рейде, а жителей гарнизона перевели в матросы. Так как на содержание флота Англия никогда не скупилась, деньги были выделены. 35. Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто торгом, затем стал новым торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города. 36. Долгое время существовала легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища. Она возникла потому, что в африканских саваннах и джунглях никто не находил бивни умерших слонов. Только в 20 веке было установлено, что эти бивни съедают африканские дикобразы, стараясь таким образом утолить минеральный голод. 37. Археологи иногда находят захоронения людей лицом вниз. Долгое время считалось, что такое положение обуславливалось случайными факторами. Тщательное исследование этого вопроса на основе примеров подобных захоронений в разных уголках планеты из самых разных исторических эпох показало, что все они имеют одно общее – лицом вниз хоронили тех людей, которых не уважали и хотели унизить, даже после смерти. 38. Термин «лаконичность» образовался от названия древнегреческого региона Лакония, жители которого отличались немногословностью и краткостью. В Лаконии находился и город Спарта. Классический пример лаконичности спартанцев относится к легенде о письме царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие греческие города. В этом послании Филипп призвал спартанцев немедленно сдаться, потому что, цитата, «Если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу все население и сравняю город с землей». На это спартанские эфоры ответили одним словом «если». 39. Слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка». Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, непригодных ни для какой другой работы, но отличавшихся верностью дому. 40. Золото в чистом виде без примесей настолько мягкое, что его можно поцарапать ногтем. Поэтому в ювелирных изделиях золото всегда сплавляется с медью или серебром. 41. Как известно, рокировка в шахматах заключается в перемещении короля в сторону ладьи своего цвета. Голландский шахматист Тим Краббе придумал задачу, в которой для победы белым нужно было совершить рокировку по вертикали. Пешка доходит до e8 и становится ладьей, затем король перемещается на e3, а ладья на e2. Формально все правила соблюдены.
После этого Международной шахматной федерации пришлось выпустить уточнение к правилам, что рокировка может быть только горизонтальной. 42. В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин. 43. По данным статистики, средний американский полицейский за свою карьеру использует табельное оружие раз в 27 лет. А в телесериалах средний полицейский стреляет на поражение не меньше 10 раз. 44. В техническом задании к танку Т-28, который был создан в 1930-х годах, есть пункт, согласно которому танк должен преодолевать лунные ландшафты. Никакой мистики и фантастики здесь нет. Дело в том, что в то время лунным ландшафтом называлась местность, пострадавшая от бомбовых и артиллерийских ударов. 45. Согласно распространенному мифу, НАСА вложила несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил ее в том числе НАСА по цене $6 за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским, а затем и российским космическими агентствами. 46. Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов Цельсия, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана, так сказать, расталкивают молекулы воды, потому что занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания. 47. Если вязкость жидкости зависит только от ее природы и температуры, как, например, у воды, такую жидкость называют ньютоновской. Если вязкость зависит еще и от градиента скорости, ее называют неньютоновской. Такие жидкости при внезапном применении силы ведут себя как твердые тела. Пример: кетчуп в бутылке, который не будет течь, пока не встряхнуть бутылку. 48. Несмотря на то, что в Нидерландах легализовано применение одного древнего запрещенного вещества, уровень его потребления голландцами один из самых низких в Европе. Также в Нидерландах один из самых низких показателей смертности, связанный с приемом запрещенных веществ – 8 случаев на миллион жителей. В Великобритании, например, этот показатель равен 50. 49. В XVII-XVIII веках в Англии существовала должность королевского откупорщика океанских бутылок с письмами. Всем остальным, кто открывал бутылки самостоятельно, полагалась смертная казнь. 50. Лев Яшин был не только футбольным вратарем, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. 51. Изобретателем роликовых коньков принято считать бельгийца Жан-Жозефа Мерлена. Он продемонстрировал их на лондонском бале-маскараде в 1760 году, катаясь среди публики в дорогих туфлях с маленькими металлическими колесиками и играя на скрипке. Однако эти ролики были еще настолько несовершенны, что Мерлен не смог вовремя затормозить и врезался в стену, разбив очень дорогое зеркало. 52. В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съемок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками.
Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колесами. Однако это не воспринималось как дефект, считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчеркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колесами. 53. Однажды в Нью-Йорке была запущена кампания по пропаганде в школах. Для этого на карандаши поместили лозунг «Я слишком крут, чтобы быть зависимым», однако креативщики не учли то, что карандаши со временем стачиваются, и в определенный момент этот слоган превращается в «быть зависимым». 54. Теннисист Рафаэль Надаль играет левой рукой, хотя в реальной жизни он с рождения правша. Держать ракетку в левой его приучил дядя, когда Надалю было 12 лет, обосновав это тем, что левши имеют дополнительное преимущество, так как могут бить правшам, которых большинство, под неудобную руку и придавать мячу необычное вращение. 55. В молодом советском государстве создавались трудармии. Военных, совершивших преступления, называли заключенными красноармейцами, а в документах это словосочетание сокращали до ЗК. Позже, во время строительства Беломор-канала, это сокращение стало расшифровываться как «заключенный канала армеец». От ЗК и произошло слово «зэк». 56. Когда одни из первых исследователей Северной Америки спросили у местных индейцев дорогу к поселению, те указали им направление, сказав «Канада», что в переводе значит просто «деревня». Чуть позже словом «Канада» исследователи стали называть область, включающую еще несколько деревень вокруг, затем еще больший регион и все берега реки Святого Лаврентия. А в 1867 Канадой назвали всю страну, образованную соединением британских владений в Северной Америке. 57. Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. 58. В состав пластмассы для деталей конструктора Лего входит сульфат бария. Эта соль не растворяется в воде, что делает ее нетоксичной для организма и хорошо видна на рентгеновских снимках. Таким образом, если ребенок проглотит деталь, ее будет легко найти по этим снимкам. 59. На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде. 60. В 1961 году была выведена новая порода кошек – шотландская вислоухая. Причиной загнутых вперед и вниз ушей явилась генная мутация. Спаривание кошек этой породы вызывает нарушение опорно-двигательного аппарата у потомства, поэтому для получения новых вислоухих котят нужно скрещивать вислоухих кошек с нормальными особями. 61. Профессор анатомии Гильотен был противником смертной казни. Однако, поскольку отменить ее было не в его силах, он выступал за более, так сказать, гуманный способ казни, нежели распространенные тогда сжигания на костре или четвертование. Машину, почти не причиняющую боль при казни, в итоге сконструировал другой человек, но название гильотина она получила именно в честь Гильотена. Несмотря на распространенный миф, Гильотен не попал под гильотину сам, а умер от старости. После этого члены его семьи просили правительство изменить название гильотины. Получив отказ, семья сменила фамилию. 62. Долгое время свечение моря в темное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для ученых.
Оказалось, что оно вызвано люминесцентными свойствами некоторых морских организмов. В Черном море, например, иногда светящимся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. 63. Эрнест Резерфорд занимался исследованиями в основном в области физики и однажды заявил, что все науки можно разделить на две группы – на физику и коллекционирование марок. Однако Нобелевскую премию ему вручили по химии, что стало неожиданностью как для него, так и для других ученых. Впоследствии он замечал, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, самым неожиданным стало собственное превращение из физика в химика. 64. В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издает звуков. Дело в том, что в то время слово «стрекоза» служило обобщенным названием для нескольких видов насекомых, а героем басни на самом деле является кузнечик. 65. В рамках кампании по переводу инородных терминов на казахский язык слово «аэропорт» перевели как «и уезжай», что дословно значит «воздушный дом». 66. Колонизаторы и миссионеры Южной Америки встретили в XVI веке зверька-капибару, грызуна, ведущего полуводный образ жизни. Они попросили папу римского объявить капибару рыбой, чтобы ее мясо можно было есть во время постов, на что тот любезно дал свое согласие. 67. Туристы любят увозить с собой кусочки древних сооружений на память. Обеспокоенные судьбой Парфенона, власти Афин наняли специальных рабочих, которые ночью разбрасывают вокруг храма специально привезенные куски мрамора. 68. Французский артист Мишель Латита прославился тем, что ел абсолютно несъедобные вещи. На своих представлениях он поглощал велосипеды, телевизоры и другие предметы из стекла, металла и резины. Однажды он разобрал самолет Cessna 150 и за 2 года съел его по частям. Перед выступлением он, так сказать, смазывал желудок минеральным маслом, а во время процесса пил большое количество воды. Подсчитано, что за свою карьеру он поглотил около 9 тонн металла. 69. Птицы-секретари приручаются жителями африканских деревень. Они охраняют поселение от змей, а амбары – от крыс. 70. В 1983 году Канада переходила на метрическую систему мер, и компания Air Canada заказала новые Боинги 767, индикаторы которых были настроены на литры и килограммы вместо галлонов и фунтов. Неверное применение новых единиц измерения экипажем одного из самолетов привело к тому, что количество заправленного топлива оказалось гораздо меньше требуемого для полета. В результате этой ошибки, а также ошибок бортового оборудования, посреди полета на высоте 12 тысяч метров топливо закончилось и двигатели остановились. К чести экипажа, пилотам удалось спланировать на посадочную полосу бывшей военной базы, а пассажиры отделались лишь легкими травмами. 71. Гелиоцентрическая теория устройства Солнечной системы была впервые выдвинута еще греческим астрономом и философом Аристархом Самосским за 1800 лет до Николая Коперника. 72. Российский фигурист Алексей Ягудин стал 4-кратным чемпионом мира, 3-кратным чемпионом Европы и олимпийским чемпионом 2002 года. Однако за свою карьеру ему ни разу не удалось выиграть чемпионат России. 73. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес с производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Ferrari 250 GT, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энцо Феррари и сказал, что его машины – хлам, на что Феррари ответил: «Может, ты и хорошо разбираешься в тракторах, но ничего не понимаешь в спортивных автомобилях».
Тогда Lamborghini решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Ferrari и улучшил все комплектующие. 74. В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что по преданию их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. 75. В честь полного солнечного затмения 1999 года, которое лучше всего наблюдалось на территории Румынии, власти этой страны выпустили пластиковую купюру в 2000 румынских лей. На купюре имелось прозрачное окошко, сквозь которое можно было смотреть на солнце во время затмения. 76. Домен ТВ, в котором любят регистрироваться сайты телеканалов, это не общий домен наподобие .com или .org. Изначально он достался маленькому государству Тувалу, которое расположено в Океании. Правительство Тувалу решило продать права на домен и теперь получает за право его использования больше $2 миллионов в год, что составляет примерно 10-ю часть всех доходов этого государства. 77. Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака плюс пишут знак, повторяющий перевернутую букву «Т». 78. При взгляде на картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна» многим кажется, что на руке у папы Сикста II 6 пальцев. Это ощущение усиливается переводом имени Сикст VI. На самом деле это место является частью ладони. 79. Религиозно-философское учение джайнизм проповедует отречение от земных интересов и непричинение вреда любым живым существам. Монахи джайны живут в крайнем аскетизме, носят марлевые повязки, процеживают питьевую воду, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить какую-нибудь букашку, и подметают впереди себя дорогу специальной метелкой, дабы никого не раздавить. Сейчас в Индии и других странах насчитывается 8 миллионов последователей джайнизма. 80. Во время Второй мировой войны немцы оккупировали Нидерланды, а королевская семья была эвакуирована в Канаду. Там у наследной принцессы Юлианы родилась третья дочь Маргрит. Палата в роддоме, где состоялись роды, специальным указом канадского правительства была объявлена вне канадской юрисдикции. Это было сделано для того, чтобы принцесса Маргрит в будущем могла претендовать на трон Нидерландов, ведь, получив чужое гражданство при рождении, она бы лишилась этого права. В благодарность канадцам после возвращения на родину королевская семья Нидерландов посылает каждый год тысячи луковиц тюльпанов в Оттаву, где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. Похожий случай имел место в Лондоне в 1945 году. Уинстон Черчилль провозгласил территорией Королевства Югославии комнату отеля, где родился наследник сербского престола Александр Карагеоргиевич, хотя королем ему стать было уже не суждено. 81. Сейчас почтовые голуби уже редко используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удаленных районах Англии и Франции голуби доставляют в больницу пробы крови. 82. Когда французская революционная толпа захватывала Бастилию, там содержалось под стражей всего 7 человек. 83. Из-за того, что эти рога высоко ценятся в восточной медицине, носороги в данное время находятся под угрозой вымирания. Для защиты от браконьеров власти некоторых стран, где обитают популяции носорогов, отлавливают животных и под наркозом отпиливают рог. 84. Изобретатель динамита Альфред Нобель называл себя пацифистом и считал, что если у противников появится оружие, которое может моментально уничтожить друг друга, то они поймут, что ничего не выиграют от войны и прекратят конфликт.
В 1888 году по ошибке опубликовали сообщение о смерти Нобеля и некролог, в котором его называли миллионером на крови и торговцем взрывчатой смертью. Не захотев остаться в памяти человечества злодеем, Нобель завещал свое состояние на учреждение научной премии. 85. На острове Гомера из группы Канарских островов местные жители говорят на диалекте испанского языка, но не только обычным голосом, а еще и с помощью свиста. Своим возникновением язык обязан скалистой местности острова и малому количеству дорог, поэтому вместо того, чтобы дойти из одной деревни в другую, люди предпочитали просвистеть сообщение, а дальность передачи составляла 5-6 километров. Говорящие на этом языке прижимают кончик языка к зубам и начинают свистеть, одновременно произнося слова приблизительно так, как это делается во время обычного разговора. 86. По задумке Петра I в центре большого каскада Петерговских фонтанов должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что символизировало бы победу России в Северной войне. Однако его преемники нашли более удачную символику. Ключевая в той войне Полтавская битва состоялась в день святого Самсония Страноприимца. В связи с этим вспомнили библейскую легенду о Самсоне, голыми руками победившем льва, а ведь именно львы являются ключевыми фигурами на шведском гербе. Так и появился знаменитый фонтан Самсон, разрывающий пасть льву. 87. В международной авиации каждый аэропорт имеет трехбуквенный код на латинице, а в России применяется дополнительная внутренняя система трехбуквенных кодов на кириллице. Единственным городом в мире, код которого совпадает с его названием в обеих системах, является Уфа. 88. Компания-производитель продуктов питания Kraft Foods использует в технологическом процессе кофейной фабрики английского города Банбери электростанцию, топливом для которой служит кофейная гуща. 89. Единственным местом в Великобритании, куда не может войти король или королева, является Палата общин. Эту традицию ввели депутаты после того, как в 1642 году король Карл I попытался арестовать 5 членов Палаты общин за антироялистские взгляды. 90. В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кео получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство», применяемое для транспортировки грузов. Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона. 91. В 1999 итальянский футбольный клуб «Фиорентина» продавала в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили дух трибун, эссенция победы и атмосфера раздевалки. 92. В 1939 году венский клуб «Рапид» встречался в финальном матче чемпионата Объединенной Германии с Франкфуртом и забил решающие 3 мяча в последние 15 минут. С тех пор на домашних матчах «Рапида» утвердилась традиция. Последние 15 минут матча болельщики ритмично и непрерывно аплодируют. 93. Мексиканский развлекательный центр Кидзения – это уменьшенная копия реального города для детей. Он включает в себя здания, магазины, театры и городской транспорт. Дети от 2 до 14 лет могут проводить здесь целый день, выбрав любую из 70 профессий. Таким образом, они изучают устройство мира взрослых, познают ценность работы и зарабатывают деньги во внутренней городской валюте. Помимо Мексики, Кидзания уже открыта или собирается появиться во многих других странах. 94. В эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторши актрис гримировали зелеными румянами и помадой. 95.
Флаг Филиппин состоит из белого треугольника, в который заключены солнце и звезды, и двух полос, синий и красный. Это единственный государственный флаг, у которого есть два равноправных варианта. В мирное время синяя полоса сверху, а красная снизу. А когда Филиппины в состоянии войны, то наоборот. 96. От германского слова «волх», которое означает «чужак», «чужестранец», произошли названия нескольких европейских регионов, не связанных географически. Это и Уэльс, и Румынская область Валахия, и бельгийский регион Валлония. Все эти названия можно перевести как «страна чужаков». 97. При съемках фильма «Стеклянное сердце» почти все актеры во время съемок подверглись гипнозу. Режиссер Вернер Херцог хотел подчеркнуть то, что все население города находится как бы во сне. 98. С марта 2005 по август 2006 года в Новой Зеландии все высшие государственные посты, а именно глава государства, генерал-губернатор, премьер-министр, спикер парламента и верховный судья, были заняты женщинами. Это единственный подобный случай в мировой истории. 99. Джихад – это совсем не обязательно вооруженная борьба мусульман против неверных. Это понятие в исламе гораздо шире и в первую очередь означает духовную борьбу с собственными недостатками на пути Всевышнего Аллаха. Участник джихада называется маджахедом, и это не только воин, но также и учитель, и мулла, и мать, воспитывающая своего ребенка. 100. Пантера – это не отдельное животное, а название биологического рода, куда входят 4 вида – львы, тигры, леопарды и ягуары. Часто термин «пантера» употребляют по отношению к большим кошкам черного цвета, это генетический вариант окраски леопардов или ягуаров, проявление меланизма. 101. Квентин Тарантино во многих своих проектах сотрудничает с Робертом Родригесом. За музыку к фильму «Убить Билла» Тарантино заплатил Родригесу $1. Тот не остался в долгу и заплатил Тарантино как приглашенному режиссеру в «Городе грехов» тоже $1. Но пообещал, что во второй части фильма все будет уже по-серьезному, и он заплатит Квентину $2. 102. Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством. 103. Расходы на производство всех российских монет до 5 рублей включительно превышают номинал этих монет. Например, стоимость чеканки 5-копеечной монеты составляла 71 копейку. 104. Ранним картографам для составления географических карт было необходимо иметь фиксированное направление, связанное с неподвижным объектом. Таким объектом является полярная звезда, которая в наше время указывает север. Именно поэтому на картах север традиционно стали изображать вверху, а юг внизу. С недавнего времени в странах южного полушария, например, Австралии или Новой Зеландии, популярны перевернутые карты с югом вверху. Они также используются в других частях мира как инструменты для обучения критическому мышлению. 105. Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарем и выступал за мадридский Реал. Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте 20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице 3 года. Он был парализован, свободно работали только руки. Иглесиас научился играть на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом. 106. В 2008 году имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Лондоне. В целом Мухаммед сегодня является наиболее распространенным именем в мире. 107. В дореволюционной азбуке буква «Д» называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве в своде сигналов военного морского флота, имеет значение «да», «согласен», «разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро».
108. Однажды жена французского короля Людовика XIV, мадам Ментенон, захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую снежную трассу из соли и сахара по дорогам Версаля. 109. В XIX веке в Польше задумали построить канал, который соединил бы Мазурские озера с Балтийским морем. Трудность заключалась в том, что на небольшом 10-километровом участке перепад высот составлял почти 100 метров, и шлюзы было строить невозможно. Решение нашли в системе из 5 судоподъемников, которые на этом участке перевозят суда по суше. 110. Теория реляционных баз данных и первый прототип были разработаны компанией IBM. Но готовый продукт, систему Oracle, выпустили конкуренты. Причем первый выпуск сразу же носил название Oracle 2. Этот маркетинговый ход должен был показать, как сильно Oracle обогнал разработки IBM. 111. Когда испанцы под предводительством Колумба высадились на один из американских островов, они назвали его Сан-Хуан в честь Иоанна Крестителя. Административным центром острова вскоре стал городок Пуэрто-Рико, богатый порт. Но впоследствии картографы перепутали название острова и города, поэтому сейчас государство именуется Пуэрто-Рико, а его столица – Сан-Хуан. 112. В Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз. Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало. Если книга лежит на столе или в небольшой стопке, читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке. 113. Сейчас самая большая из выпускаемых купюр США – $100. А с 1929 по 1945 годы выпускались купюры достоинством от 500 до 10 тысяч долларов. И даже оранжевая купюра в $100 тысяч специально для расчетов между правительственными учреждениями. Сегодня такие купюры еще остались в малом количестве и вполне могут служить платежным средством в обычном магазине, хотя коллекционеры купят их за гораздо большую цену. 114. Настольный теннис появился как развлечение для высшего английского общества в 1880-х годах. Роль сетки сначала выполняли составленные в ряд книги, шариком служили пробки от шампанского, а ракетками – портсигары. 115. Название города Уфа на башкирском языке, записанное в верхнем регистре, выглядит как то, что вы сейчас видите на экране. Такая стилизованная надпись достаточно часто используется в оформлении, а в народе ее прозвали «три шурупа» или «три таблетки». 116. В Екатеринбурге установлен памятник Человеку-невидимке, герою романа Герберта Уэллса. Он представляет собой отпечатки босых ног на бронзовом постаменте. Отпечатки несимметричные от того, что авторов памятника двое и каждый захотел оставить свой след. 117. В СССР для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли пластинки на костях или пластинки на ребрах. Этот материал обходился бесплатно, медперсонал даже благодарил тех, кто помогал разгружать архивы. 118. Гитару с 7 струнами во всем мире называют русской гитарой. У нас больше принято ее называть просто семиструнной или же цыганской гитарой. 119. Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм». Поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик. 120. Божья коровка в большинстве европейских языков имеет схожее по смыслу название, либо зовется коровкой Божьей Матери, а в Израиле – коровкой Моисея.
Во многих языках есть также похожая на нашу считалочка, в которой просят полететь на небо и принести хлеба. В английском она гораздо грустнее, божьи коровки говорят, что у нее дома пожар и дети остались одни. 121. Во многих штатах США действует налог на одно запрещенное вещество. Производители и продавцы должны покупать специальные акцизные марки. Но делают это разве только коллекционеры, поскольку такие марки не делают продажу законной. Реально закон используется для того, чтобы увеличить наказание за распространение, добавив к нему налоговое правонарушение. 122. В Западной Европе в XV веке существовал такой идеал женщины: S-образный силуэт, изогнутая спина, круглое бледное лицо с высоким чистым лбом. Чтобы соответствовать идеалу, женщины выбривали волосы на лбу и выщипывали брови, точно так же, как у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо. 123. Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вестготов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя сангреезул, что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение, для обозначения аристократии, проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. 124. В XIX веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили, тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг. 125. Как минимум в 28 штатах английский язык объявлен официальным. Но на государственном уровне в США юридически нет официального языка, хотя де-факто таковым английский, безусловно, является. 126. 80% всех футбольных мячей в мире производятся в Пакистане, причем 3/4 из них в городе Сиялкот. Значительное число этих мячей изготавливаются с привлечением детского труда, хотя в последние годы эта проблема решается. 127. Современный турецкий алфавит создан на основе латинского, но в нем нет букв Q, W и X. А в латинский вариант алфавита курдов, составляющих крупное национальное меньшинство Турции, эти буквы включены. Однако турецкие власти всячески противятся движению курдов за независимость и, в частности, запрещают использование этих букв на территории страны. Например, курдам могут отказать в выдаче документов, если они хотят записать свое имя с использованием букв Q, W или X. 128. В культуре народов африканского государства Гана очень большое значение придают дню недели, в которой родился человек. Считается, что это оказывает влияние на всю его дальнейшую судьбу. Почти все дети получают первое или второе имя в соответствии с этим днем. Например, у Кофи Аннана, бывшего генерального секретаря ООН, имя Кофи означает «пятница». А у популярного футболиста Челси Майкла Коджо Эссьена имя Коджо означает «понедельник». 129. Если американские сенаторы принимают закон, меняющий размер их жалования, он может вступить в силу только после следующих выборов в Палату представителей. Это правило установила последняя на данный момент 27-я поправка к Конституции США. 130. Слова суфле и суфлер имеют мало общего по значению, но происходят оба от французского «сафл» – выдох, дуновение. Суфле названо так потому, что оно легкое и воздушное, а суфлер – потому что он должен подсказывать актерам очень тихо. 131. На территории Мьянмы и Таиланда живет племя Падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет,
Затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 килограммов. Существует миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может вызвать удушье. Однако они могут свободно надевать и снимать кольца. Рентгеновские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается плечевой пояс. 132. Традиционные японские искусства бонсай и оригами изначально были позаимствованы японцами из Китая. 133. Спа-салоны любят обозначать себя именно так, представляя спа как аббревиатуру, которая расшифровывается как «Sanitas per equum» к здоровью через воду по-латински. На самом деле слово «спа» правильнее писать обычным способом, потому что появилось оно благодаря бельгийскому городу Спа, курорту с лечебными минеральными водами. 134. Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Их удобнее ставить на поверхность, но стоят они в 2 раза дороже обычных. 135. Тема Тунгусского метеорита была очень популярна у советских фантастов, особенно начинающих. Литературному журналу «Уральский следопыт» в 1980-е годы пришлось даже написать отдельным пунктом в требованиях к публикациям «Не рассматриваются произведения», в которых раскрывается тайна Тунгусского метеорита. 136. Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и совершить непоправимое прямо на сцене. 137. Антарктида имеет свой, так сказать, национальный домен. AQ, образованный от слова «аква». Домены 2-го уровня в этой зоне выдаются только государственным организациям, занимающимся какой-либо деятельностью в Антарктиде. 138. Голубой цвет глаз – это результат мутации в гене HERG2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Возникла эта мутация примерно 6-10 тысяч лет назад в северо-западной части Черноморского побережья, так что все люди с голубыми глазами могут считаться родственниками. 139. Даши Даржой Тигелов был верховным ламой русских буддистов с 1911 по 1917 год. Умер он в 1927 году во время медитации в позе лотоса. Согласно его завещанию, в 2002 году саркофаг с телом был вскрыт. Обнаружилось, что тело не имеет никаких признаков разложения и даже обладает некоторыми свойствами живого организма. 140. Советский баскетболист Янис Круминш, уроженец Латвии, начал заниматься баскетболом только в 23 года. Уже через 2 года он стал чемпионом СССР, а еще через год выиграл серебро Олимпиады 1956 в Мельбурне. 141. Английский изобретатель Сэмюэль Роуботем издал в XIX веке книгу, в которой доказывал, что Земля на самом деле плоская, как сказано в некоторых библейских текстах. Его последователи как в XIX, так и в XX века предлагали множество опровержений фактов, свидетельствующих, что наша планета – это сфера, а спутниковые фотографии Земли называли подделками. Созданное в 1956 году, Общество плоской Земли в момент своего расцвета насчитывало 3000 членов. 142. Насекомые ориентируются в полете по свету. Они фиксируют источник, Солнце или Луну, и выдерживают постоянный угол между ним и своим курсом, принимая такое положение, при котором лучи освещают всегда одну и ту же сторону. Однако если лучи от небесных светил почти параллельны, то от искусственного источника света лучи расходятся радиально.
И когда насекомое выбирает светильник в качестве ориентира, то движется по спирали, постепенно приближаясь к нему. 143. Рефлекс, приводящий к возникновению гусиной кожи, достался нам в наследство от животных. 144. Греки еще с античных времен для разных значений любви употребляют разные слова. Эрос – стихийная, восторженная влюбленность, в форме почитания, направленного на объект любви. Филия – любовь, дружба или любовь, приязнь по осознанному выбору. Старге – любовь, нежность, особенно семейная. Людус – любовь, игра, допускающая измену. Агапе – жертвенная любовь. Прагма – любовь по расчету, поддающаяся контролю рассудка, и мания – иррациональная любовь, одержимость. 145. В 1848 году американский железнодорожный рабочий Финиас Гейдж получил производственную травму. Металлический прут пронзил лобные доли его мозга, войдя через левую щеку и выйдя около темени. Меньше чем через час Гейдж пришел в себя, а затем пошел в больницу и по дороге спокойно и невозмутимо рассуждал о дыре в своей голове. В ране развелась инфекция, но рабочий выздоровел и прожил еще 12 лет. У него не нарушились память, речь, восприятие, только изменился характер. Он стал более раздражительным и потерял склонность к труду. 146. Выражение «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова «пифос». На самом деле пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. 147. Выражение «нем» как рыба не совсем соответствует действительности, так как многие рыбы издают разнообразные звуки. Они могут крякать, кудахтать, каркать, щебетать, пищать и стучать. 148. Когда страусы прячутся от хищников, они кладут шею и голову на землю и становятся издали похожими на холмик земли. Скорее всего, именно эта особенность поведения птиц послужила основой для легенды о том, что страусы при опасности прячут голову в песок. 149. В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошел такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения вместе взятые. 150. Среди имитационных стилей ушу, таких как стиль обезьяны, стиль змеи, стиль богомола и других, особняком стоит стиль пьяного, или пьяный кулак. Он основан на подражании пьяному человеку с резкими изменениями направления движения и падениями, и считается одним из самых сложных для изучения стилей. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 151. Вода – единственное свободно встречающееся в природе вещество на Земле, плотность которого в жидком состоянии больше, чем в твердом. Поэтому лед не тонет в воде.
Именно благодаря этому водоемы обычно не промерзают до дна, хотя при экстремальных температурах воздуха это возможно. 152. На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12. Буква У принята условно соответствующей букве Y. 153. Константин Рокоссовский, поляк по национальности, имел звание маршала СССР и маршала Польши. 154. Привычные нам свадебные гуляния в Древней Руси были только второй частью ритуала – красным столом. В первой же части, которая называлась «Черный стол», невеста ехала в церковь в траурном одеянии. Так совершались ритуальные похороны невесты, потому как свадьба была для нее чем-то похожим на обряд инициации наших далеких предков во взрослую жизнь, который можно было пройти только через мир мертвых. 155. На первых Олимпиадах было немало странных по сегодняшним меркам видов спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров. Пловцам надо было пробираться среди погруженных в воду бревен и нырять под поставленные на якорь лодки. 156. Паутина – один из самых прочных природных материалов. В Южной Америке мосты из паутины через ущелья могут быть такими прочными, что по ним перебираются обезьяны. А в Новой Гвинее распространена ловля рыбы паутиной. 157. Надпись не содержит холестерина на упаковках растительного масла – это просто рекламный трюк, так как холестерин может содержаться только в животном жире. 158. На чемпионате мира по футболу 1974 года сборная Нидерландов до финала забила 14 голов, а пропустила один, и тот от своего же защитника Руда Кролла. Команда потребовала у спонсора выплатить Кроллу премию, так как в контракте не было оговорено исключений для автоголов, которые в протоколе футбольного матча записываются на счет их авторов наряду с обычными голами. После этого турнира спонсоры всегда особо оговаривают отсутствие премий для подобных случаев. 159. Горный массив Кондёр в Хабаровском крае – это единственный массив в мире, имеющий форму почти идеального кольца. При этом он является не кратером вулкана, а следствием выхода магматических пород из глубинных слоев Земли. 160. Лед подвержен текучести, способность деформироваться под напряжением обусловливает движение льда в огромных ледниках. Некоторые гималайские ледники движутся со скоростью 2-3 метра в сутки. 161. В средневековой Европе в преддверии зимы начинались массовый убой скота и заготовка мяса. Если мясо просто солить, оно теряет свой изначальный вкус. Сохранить его почти в первозданном виде помогают пряности, которые привозили в основном из Азии. Но так как турки монополизировали почти всю торговлю пряностями, их цена была запредельной. Этот фактор был одним из мотивов бурного развития, мореплавания и начала эпохи великих географических открытий. А на Руси из-за суровых зим острой необходимости в пряностях не было. 162. Фильм «Трон» 1982 года был одним из первых фильмов, в которых широко применялась компьютерная графика для создания спецэффектов. Однако картина была исключена из списка номинантов на «Оскар» за визуальные эффекты. Конкурсная комиссия обосновала это тем, что создатели фильма смошенничали, использовав компьютеры. 163. Солнечные лучи, проходя через капли дождя в воздухе, разлагаются в спектр, так как разные цвета спектра преломляются в каплях под разными углами. В результате формируется окружность, радуга, часть которой мы видим с Земли в форме дуги, а центр окружности лежит на прямой Солнца, глаз наблюдателя. Если свет в капле отражается 2 раза, то можно увидеть вторичную радугу.
164. Жители Бразилии массово используют переделанные гражданские радиостанции диапазона 144–148 МГц для бесплатных телефонных переговоров через спутниковую группировку FLT-SATCOM военно-морского флота США. Стоимость оборудования, которое в основном делают путем доработки обычной рации дальнобойщиков, составляет не более $50 США. 165. У нас фамилий гораздо больше, чем имен. У корейцев же наоборот. Среди 80 миллионов корейцев по всему миру встречается только около 300 разных фамилий. Зато имен, которые образуются сочетанием двух слов, многие тысячи, так что встретить в Корее тезку по имени очень сложно. 166. Первый телеграфный кабель, проложенный по дну Атлантического океана в 1858 году, был уничтожен всего через месяц после завершения строительства. Уилдман Уайтхаус, на тот момент занимавший должность главного электрика, подал на него слишком высокое напряжение в попытке увеличить скорость передачи сигнала. 167. В 547 году готы под предводительством вождя Татилы разрушили Рим и выгнали всех его жителей. Более 40 дней Рим был совершенно пустым. 168. Киты, дельфины и другие китообразные называются также вторичноводными. Их предки в процессе эволюции сначала вышли из воды, а потом вернулись туда снова. 169. В автомобилях Porsche ключ зажигания обычно располагается слева от руля. Эта традиция восходит к первым 24-часовым гонкам Ле-Мана. Тогда водители должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Нахождение ключа зажигания слева обеспечивало более быстрый старт. 170. Лучшая по качеству слоновая кость добывается не из бивней слонов, а из клыков бегемотов. Помимо прочего, под категорию «слоновая кость» попадают клыки кабанов, бивни мамонтов, клыки моржей и зубы кашалотов. 171. В начале 20 века появился новый тип забастовки – итальянская забастовка. Она заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил. Так как эти инструкции носят бюрократический характер и не учитывают все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности. При этом привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, ведь формально они действуют в строгом соответствии с Трудовым кодексом. 172. В 1979 году в рамках ООН было заключено соглашение, которое провозглашает принцип исключительно мирного использования Луны и всех других небесных тел, кроме Земли, и недопустимости претензий со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело. Соглашение ратифицировали всего 13 стран, причем среди них нет ни одного государства, обладающего существенной собственной космической программой. 173. В 1816 году государственным гимном России стал английский гимн «Боже, храни короля», переведенный Жуковским и дополненный Пушкиным. Более привычный для нас «Боже, царя храни» был написан в 1833 году. После февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза», а после Октябрьской – «Интернационал». 174. В Древней Руси одна кошка или собака ценилась как 3 лошади. 175. В 1936 году был разработан новый сорт колбасы «Докторская». Название колбасы объяснялось особой почетной миссией, она предназначалась для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима. 176.
В США, Европе и некоторых восточных странах считается, что четное количество даримых цветов приносит счастье. В России четное количество цветов принято приносить лишь на похороны. В случаях, когда в букете много цветов, четность или нечетность их количества уже не играет такой роли. 177. Город Будапешт, ныне являющийся столицей Венгрии, образовался в 1873 году посредством объединения города Пешт на левом берегу Дуная с городами Буда и Абуда на правом берегу Дуная. Имя нового города получили простым слиянием этих названий. 178. Любая кухарка способна управлять государством, такого Ленин никогда не говорил. В действительности он писал так: мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно. 179. В 1950-х годах студенты Ельского университета увлекались бросанием друг в друга жестяных подставок для пирогов фирмы Frisbee Pie Company. Название фрисби было настолько популярно среди студентов, что компания UMO, придумавшая пластиковые летающие тарелки, дала им название фрисби, одну букву в английском названии изменили для избежания претензий на торговую марку. 180. Пряность корица – это не семена, листья или коренья какого-нибудь растения, а именно молотая кора дерева, растущего в Шри-Ланке и Южной Индии. 181. Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается, таким образом затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело, причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения, рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом. 182. В судебной системе Германии Википедия на немецком языке является общепризнанным достоверным источником информации. 183. Витас – самый популярный современный русский исполнитель в Китае, что ставит его на первое место среди всех русских исполнителей по общему числу поклонников в мире. 184. В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим Тихоокеанским мусорным пятном или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений здесь в верхних водных слоях скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии и Америки, всего, вероятно, больше 100 миллионов тонн мусора. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Эта взвесь напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы принимают пластик за пищу. 185. Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году после празднования дня рождения физика. Уставший Эйнштейн в ответ на очередную просьбу попозировать высунул язык, но фотограф успел сделать кадр. Фото очень понравилось ученому, и он подарил одну копию ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству». 186. В 2004 году сотрудники компании, занимающиеся сканированием старых текстов, обнаружили смайлик привычного нам вида в конспекте речи Авраама Линкольна 1862 года, после слова «лаутер» в переводе «смех». Было ли это опечаткой или примером устаревшей пунктуации, эксперты во мнении не сошлись. 187. Известная песенка «Happy Birthday to You» до недавнего времени находилась под защитой авторских прав в США.
Ее можно было бесплатно петь в обычном кругу семьи или друзей, но за коммерческое использование, например, в фильме или поздравительной открытке, необходимо было платить отчисления. Песня приносила ежегодно $2 миллиона компании, владельцу прав на нее Warner Music. Однако в 2015 году суд постановил, что права на текст в действительности ей не принадлежат, и перевел «Happy Birthday to You» в статус общественного достояния. 188. Укротители слонов добиваются их покорности путем хитрости. В юном возрасте ногу слоненка привязывают к стволу дерева. Будучи не в состоянии освободиться, он постепенно начинает думать, что это невозможно. Когда слон вырастает и становится гораздо сильнее, достаточно привязать его тесемкой к молодому деревцу, и он даже не будет пытаться освободить себя. 189. Долгое время считалось, что древнегреческие скульптуры из белого мрамора были изначально бесцветными. Однако недавние исследования ученых подтвердили гипотезу, что статуи раскрашивались в широкую гамму цветов, которые со временем исчезли под длительным воздействием света и воздуха. 190. Свою первую кинороль Сильвестр Сталлоне получил в 1970 году в фильме для взрослых под названием «Итальянский жеребец». В то время Сталлоне было 24 года, он был разнорабочим и только начинал попытки пробиться в мир кинематографа. 191. Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. На самом деле Нобель никогда не был женат. Настоящая причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Например, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Другое, математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер. 192. В немецком Фрайбурге есть престижный жилой район Фаубан, в котором полностью запрещены автомобили, однако недвижимость здесь пользуется большим спросом. На границе района есть специальные гаражи, где можно оставлять машины, а внутри жители передвигаются пешком или на велосипедах. 193. Изобретатель Томас Эдисон в 1880-х годах работал над системами электрификации американских городов, однако не мог передать постоянный ток дальше нескольких кварталов. Его конкурент Джордж Вестингаус с Николой Теслой в качестве консультанта добился больших успехов, используя переменный ток. В этой войне токов Эдисон не гнушался черного пиара. Для наглядной демонстрации опасности переменного тока он спонсировал разработку электрического стула для казни, но разработки Вестингауза в итоге одержали победу на рынке. 194. Вероятность выпадения решаемой комбинации карт в пасьянсе «Свободная ячейка» или «Солитер» оценивается более чем в 99,99%. 195. Звуки сверчков вызваны трением их крыльев или ножек друг от друга, так самцы призывают самок. По частоте стрекотания можно определить температуру воздуха. Для этого надо сосчитать количество звуков за 25 секунд, разделить на 3 и прибавить к результату 4. Получится температура в градусах Цельсия. Формула работает корректно только выше 10 градусов Цельсия, потому что при более низкой температуре сверчки редко расположены к любовным играм. 196. Для подготовки к завоеванию Казанского ханства Иван Грозный провел уникальную военную операцию, перенеся деревянный Кремль. Крепость разобрали в городе Мышкине рядом с Угличем, пометили каждое бревно, сплавили по Волге и выловили около устья реки Свияги, где заняли позиции русские войска. За 24 дня 75 тысяч человек собрали из тех бревен крепость, сравнимую с московским Кремлем. Она получила название Свияжской, стала плацдармом для взятия Казани.
197. Чарльз Симони стал первым двукратным космическим туристом, слетав на МКС в 2007 и 2009 годах. Недавно он женился, и его брачный контракт, помимо всего прочего, содержит запрет лететь в космос в третий раз. 198. В 1994 году в рамках Shell Caribbean Cup встречались футбольные сборные Барбадоса и Гренады. Барбадосу для выхода в следующий раунд была нужна победа с перевесом в 2 мяча. За 5 минут до конца матча счет был 2-1, и в этот момент барбадосцы специально забили мяч в свои ворота. По регламенту соревнований в случае ничьей назначалось дополнительное время, и первой забившей в нем команде присуждалась победа 2-0. Последние минуты основного времени барбадосцам пришлось защищать как собственные ворота, так и ворота соперника, чтобы он тоже не забил автогол. В итоге Барбадос перевел игру в овертайм и все же добился успеха. 199. В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась от Министерства финансов признания шахмат полезным видом спорта, имеющим воспитательное значение, что позволило федерации получить налоговые льготы. Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Великого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Конец этой фразы, которой федерация предпочла не приводить, гласил: «А потому не следует их поощрять». 200. Англичанин Гораций де Вир Коул прославился как знаменитый шутник. Одним из лучших его розыгрышей стала продажа билетов в театре. Раздав строго определенные места лысым мужчинам, он добился того, что вместе эти лысые черепа с балкона читались как бранное слово. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 лучшими фактами, которые помогут уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Символ Новой Зеландии, фрукт киви, привезли туда из Китая и прозвали китайским крыжовником. Когда в 1950-х годах новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название киуфрут в честь другого символа страны – птицы киви. Так как кивифрут зарегистрировали в качестве торговой марки другие страны-экспортеры, называют его просто киви. Вот такими у нас получились 200 лучших фактов, которые помогут уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.